Всем привет! Сегодня мы забрались достаточно высоко в горы, в небольшой городок или даже коммуну под названием Ля-Тюрби. В этом городке располагается самый знаменитый памятник римской эпохи на Лазурном берегу – Альпийский трофей Августа. Также здесь расположена церковь Сан-Мишель, очень красивый живописный старый город. И, конечно же, отсюда открываются невероятные виды. Оставайтесь с нами до самого конца, ведь впереди все самое интересное. Наслаждайтесь, приятного вам просмотра. Поехали! Мы будто попали в какую-то древнюю улочку, деревушку, не знаю, как по-другому сказать. Здесь очень уютно. Посмотрите, просто невероятно. Это старинное место, и посмотрите, как сохранилось все. Сегодня идет небольшой дождь, и вот как вы можете видеть, здесь есть такие кирпичные дорожки. И казалось бы, зачем они здесь? А вот по ним ходить не скользко по сравнению с камнем, который вот рядом. Посмотрите, вот колокольчик висит рядом со входом, от него идет веревочка. И я смею предположить, что, наверное, это был такой вот звонок, чтобы позвать хозяев. Сейчас, я думаю, этим не пользуются, но как исторический памятник это здесь оставлено. Вот такая улочка, это что-то невероятное, это просто, по-моему, с картинки, фотобои какие-то. Просто обалдеть. И здесь вот такой портал, здесь, видимо, была городская стена раньше, и сейчас мы внутри старого города. Средневековые городки замыкались внутри себя, и внешние стены домов исполняли функцию как бы городской стены. И вот в некоторых местах можно видеть такие перемычки, порталы для входа, собственно, внутрь города. Здесь живут, судя по голосам, здесь реально живут. Нам кто-то махал? Мне махал мужчина с ребенком маленьким. Ой, боже, как красиво. Я растеряла все слова. А что это такое вообще? Портал? Смотри, изначально монумент был одинокий. В средние века его обнесли стеной и сделали неким подобием крепости. Но сам монумент никогда оборонительных функций не имел. Нам сегодня немного не повезло с погодой, очень холодно для здешних мест. И идет небольшой дождь. О, вы посмотрите, как украшено. Здесь просто невероятно уютно. Это такой вот самый-самый настоящий старый город. Мы даже немного заблудились, кажется.
Самое что ни на есть птичья гостиница. Посмотрите. И оттуда только что вылетел голубь. Вот такие чудные места. Мы находимся достаточно высоко в горах. И посмотрите, как здесь все окутано дымкой, облачками, потому что сегодня дождь небольшой. И вот такой вот вид на море. Его практически не видно, представляете? Горная Франция. Здесь, я думаю, в январе-феврале может и снег выпадать, и подмораживать. Потому что почти 500 метров над уровнем моря. Написано детям, погибшим за Францию. Но, судя по памятнику, я думаю, все-таки это памятник защитникам Франции. И вот посмотрите, тут оградка с цепью, а столбами служат вот как будто бы это снаряды. Наверное, все же ангел убивает врагов. Франция вот таких вот неприметных, похожих на какое-то невиданное существо с копытами, по всей видимости, с шерстью, но тем не менее с человеческим лицом. Одной из достопримечательностей в Ля-Тюрби является вот этот фонтан, который по праву можно считать архитектурным памятником. Он был построен во время Сардинской реставрации в 1824 году. А вот и само здание мэрии, и на нем, конечно же, красуется надпись «Свобода, равенство и братство». Liberté, égalité, fraternité. С площади возле мэрии открывается вот такой потрясающий вид на церковь Сан-Мишель. Немного урбанистики на нашем канале. Посмотрите. Вот такая замечательная мусорка из как будто бы из мрамора, на самом деле, с таким интересным орнаментом. После разрушения трофея Августа он долгое время служил для местных жителей каменоломней. И вот в этом месте вы можете это прекрасно видеть. Посмотрите, насколько разные камни использовались для строительства домов. И я думаю, некоторые из них были взяты с трофея. Ля-Тюрби потрясающий городок и не сильно популярный. И мне кажется, это незаслуженно. Это очень красивое место. Посмотрите, какие невероятные виды открываются. И, кстати, пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы мы сняли здесь летом. Потому что, я думаю, летом здесь будет выглядеть все абсолютно по-другому. А меня потрясло это футбольное поле, как спортсменку. Представляете, бегать, играть, тренироваться вот с таким вот видом. Это просто что-то невероятное. Церковь Сан-Мишель. Построена была в XVIII веке в ниццанско-лигурийском стиле барокко. И построил ее уроженец Ниццы, архитектор Антонио Спинелли.
который являлся патриотом и очень религиозным человеком. И он захотел построить церковь, которая превосходила бы по своему великолепию небольшой костел, который располагался раньше на этом месте. Церковь названа в честь святого архангела Михаила. Посмотрите, какой фасад у этого здания. Ну, это просто какой-то эстетический оргазм. Просто радуется глаз, когда видишь вот такую красоту. Ну вот, посмотрите, так церковь выглядит у входа. Хочу отметить, что недавно мы снимали ролик в Ментоне, и базилика Святого Мишеля точно так же называется, кстати, как и здесь. Очень похожа на эту церковь Святого Мишеля. Давайте пройдем внутрь и посмотрим ее внутреннее убранство. Посмотрите, а вот, похоже, Святой Михаил побеждает дьявола. Внутри церкви очень красиво и потрясающая акустика. Я могу себе представить, как красиво звучит церковный хор. Если вы будете в городке Ля-Тюрби, рекомендую зайти обязательно внутрь церкви. Мы подошли к самой потрясающей обзорной площадке. Друзья, давайте посмотрим, а какой отсюда открывается вид. Итак, внимание, вуаля! Мы находимся так высоко, что трудно сказать, туман, либо облака это. И там, сквозь вот эту облачность, виднеется Монако. Да, друзья, это Монако. Вы можете видеть яхты, вот эту марину Монако и кварталы. Рассеялся туман, и вот прекрасно видно окрестности с вершины. Мы наконец-таки дошли до музея трофея Августа. Сейчас посмотрим, что там в музее и, собственно, сам трофей. Вот мы у входа в музей. Билет стоит индивидуальный 6 евро, групповой стоит 5 евро. И еще предлагают взять аудиогид за 3 евро, но мы сами себе аудиогид. Погнали! Посмотрите, это цельный монумент, то есть он не полый. Это было не зданием, это был именно монумент. Такая огромная груда камней, собранная.
Монумент был воздвигнут в честь победы императора Августа над альпийскими племенами кельтов, лигуров, ретов, которые угрожали римской торговле по проходившим здесь дорогам. Участь побежденных племен, думаю, была незавидна. Многие попали в рабство 100%. Здесь перечислены в этой надписи все побежденные племена. Как вы видите, их много. Памятник должен был внушать трепет и уважение. И я думаю, с этой задачей он справлялся на отлично. Монумент «Трофей Августа» у подножья высотой 35 метров. Полная же его высота была 49 метров, и на вершине была статуя Августа. Этот памятник располагался на Римской дороге, в наивысшей ее точке. В этом месте также проходила граница между итальянской частью империи и Нарбонской Галлией. Нарбонская Галлия была одним из первых завоеваний Рима за пределами Апеннинского полуострова. Изначально название этой провинции было как Прованси Ностра, наша провинция. И это название трансформировалось в Прованс. В средние века Трофей был оборудован как крепость. Он был обнесен стеной, и наверху башни была сделана площадка для наблюдения. И по этой причине во время франко-савойских войн Людовик XIV, захватив эту территорию, распорядился разрушить все крепости. И в том числе разрушению подвергся этот монумент. И был восстановлен только лишь в XIX веке. Частично восстановлен, как вы можете видеть. Различного масштаба монументы были раскиданы по границам всей Римской империи. И на них можно было встретить надпись «Terra Imperio Romana», что означало, собственно, в исходном толковании как «территория влияния Рима» или «территория управления Рима», или что-то как «территория закона Рима». В этом смысле. Варварские племена и другие сопредельные государства расценивали эту надпись как само название. Таким образом, Рим стал Римской империей, хотя римляне считали свое устройство как республикой. Даже в период императорского правления все равно Рим считался республикой, потому что все должности в ней были выборными. Так в какой же момент империя из имени собственного превратилась в имя нарицательное? У этого интересная история. Все империи древние, так называемые древняя китайская, древняя ацтекская, какие бы только не было империи, это все придумали их так называть историки. Первая империя после римской была империя Карла Великого, короля франков. Именно он придумал называть свое королевство империей, придумав концепт третьего мира и таким образом попробовав легитимизировать свои огромные завоевания. Собственно, после Карла Великого начали появляться огромное количество разных других империй, которых мы знали. От Османской империи до Австрийской, Российской и всех других. И империя, собственно, стала термином, который обозначает правление огромного многонационального государства одним монархом. В этом месте видно, насколько сильно был разрушен памятник и полностью восстановленный барельеф. Оригинальных фрагментов совсем чуть-чуть. Строительство этого монумента датируется 6-7 годом до нашей эры. Вы представляете? Этому сооружению 2000 лет. 2000 лет назад здесь дикие племена, которые здесь обитали, могли видеть вот такое сооружение. Я думаю, какой-то трепет это не могло не вызывать. А гальские войны с альпийскими галлами у римлян были примерно 25-30 годов до нашей эры. Вот как они могли это построить до нашей эры? Вот каким образом? Ведь в соседний магазин не поедешь, не купишь строительных материалов, да? И грузовиков с доставкой на дом не было. И это просто невообразимо как. А это вход в музей, где мы сейчас сможем посмотреть, как же все-таки выглядел этот монумент изначально. Там есть
реплика. Вот так выглядел монумент до его разрушения. И вот посмотрите, как выглядел памятник до его восстановления и насколько маленький был городок по соседству. Если мы все правильно поняли, то эта статуя копия из Ватикана, а в Ватикане оригинальная статуя, и она бронзовая. Для тех, кто любит историю, это обязательное место для посещения. Ребята, это просто будоражит сознание. По сути дела, это пирамида, ребят. Это такое огромное сооружение, цельное. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, переходите по ссылке в описании и путешествуйте вместе с нами.